Всем привет! Вы на канале Alten Games. В сегодняшнем видео полный разбор как базового, так и премиум пасса, с даки ивента, либо с истер ивента, как хотите, так его и называйте. Всего у нас в этом ивенте 40 уровней. Как вы видите, я еще далеко не все открыл, но время есть. Также платный премиум пасс мы можем приобрести за 499 робуксов. Обзор будет достаточно большой, так как мы посмотрим с вами на все скины, эмоции, таги и прочее. Поэтому заваривайте чаек, берите печеньки и начнем со скинов. Первый это у нас самолет. Я его поставил на последнее место, так как здесь в принципе базовая модель, немного перекрашенная, и ее основной фишкой является то, что на первых уровнях у нас за штурвалом сидит уточка. На следующее место я поставил Банни Солдата. Также очень прикольный скин, достаточно классно выполненная модель, много деталей, также автомат с морковкой в виде глушителя. И у него на высоких уровнях появляется маска, а на спине у него находится пасхальное яйцо. Выглядит данный скин достаточно прикольный. Следующий по крутости скин это Даки Демоман. Выполнен он в виде бойца, который одет в такую типа как костюм, либо пижаму в виде уточки. И у него, что интересно, меняются оружие. То есть сначала это у нас яйцо, потом батон, а потом вот такой вот гранатомет, который наверняка стреляет, судя по всему, либо батонами, либо булочками. Выглядит достаточно круто. Следующий по крутости у нас идет Истер Круг Босс. Скин выглядит очень классно, это в принципе базовая модель, можно сказать, круга, без особых каких-то крутостей, но у него очень крутая голова с головными уборами. И если бы шею сделали чуть-чуть больше для этого скина, чтобы вот эта вот голова была лучше видна, то я считаю было бы круче. Также у него вместо чемодана с деньгами у него есть такая сумка, в которой он насобирал морковки. Выглядит прикольно. Также они переработали его помощников, они в принципе также достаточно базовые, у них просто на голове заячья маска, ну либо голова зайца. Тут уж каждый пусть выбирает, что ему больше нравится. Давайте переходим с вами к следующему по крутости скину, это Истер Милитант. Выглядит он в виде робота, он достаточно детализирован, в принципе с каждым уровнем меняется достаточно серьезно, и у меня такое впечатление, что это скин с какого-то фильма. Если вы знаете, что это за фильм, то обязательно напишите, или какой-то робот Чаппи, или что-то такое, когда-то я его смотрел. Итак, Гарденер Шотганер. Это очень прикольный скин, я думаю, он навеян игрой Plants vs Zombie. Здесь у нас вообще Plants vs Zombie, можно сказать, основная такой мотив, который они взяли в данном ивенте. Скин очень классный, мне нравится, как он изменяется от уровня к уровню, и на последнем уровне выглядит очень хорошо. Единственный недостаток, сзади у него ничего нет, поэтому в принципе снимать тут особо сзади не о чем. И один из самых крутых скинов вообще в этом пассе это у нас миниганер в стилистике Plants vs Zombie. С каждым уровнем очень сильно меняется, у него появляется и цветок, с которого мы получали ту валюту в той игре, и есть, соответственно, в руках он держит миниган в виде цветка, который тоже стрелял очень прикольно. На последнем уровне у него появляется тачка, выглядит просто отпадно. И единственный скин, который лично для меня выглядит еще круче в бесплатном скине, это Ракетир, который выполнен в виде утки с пасхальными яйцами, плюс у него очень классная анимация стрельбы, я вам ее покажу, так как она является уникальной для этого скина. В общем, скин, как по мне, самый лучший, но вы обязательно напишите и ваш топ бесплатных и платных скинов отдельно, либо общий топ ваш также напишите. Дальше мы посмотрим все. Как вы видите, стреляет он яйцами, причем анимация очень крутая. Посмотрите, откуда появляется, у него сейчас появятся яйца для следующего выстрела. Он их под шлема выбрасывает. Выглядит очень круто и весело. Теперь переходим к эмоциям. Есть вот такой Happy Feet, в общем у нас персонаж танцует. Кстати, Крилл, большая тебе благодарность за помощь, и Катя также большая благодарность. Вот мы с вами посмотрели на эмоции танца в бесплатном скине. Теперь давайте перейдем к стикерам, которые сделали. Квак, вот такой вот крякающая уточка, и миниганер Триумф. Не знаю, почему здесь Триумф, он, по-моему, какой-то скорее злой или раздраженный.
Также они завезли, разработчики, очень классные неймтеги. Вообще, неймтеги, по-моему, с каждым разом у них становится все круче и круче. И вот в этом ивенте, я бы сказал, они прям постарались над неймтегами. Также у нас есть чармы в виде вот такой вот уточки скейтбордиста, выглядит классно. И еще один в бесплатном, это Ducky Doom, выглядит вообще отпадно. Но новогодние мне лично понравились больше, потому что они были сделаны такие как изо льда и было круче. Давайте перейдем с вами к платной теперь части. Итак, у нас Gatling Gun, я его поставил на последнее по крутости место. Почему? Потому что, ну как по мне, это просто другое цветовое решение минигана. Ничего гатлинга, извините, ничего такого удивительного в нем нет. Прикольно выглядит, но не более того. На следующей по крутости это у нас Eggy Pursuit, то есть вертолет. Тоже базовая перекрашенная модель, но здесь на всех уровнях у нас есть уточки в кабине. И это уже покруче выглядит, чем самолет, который был у нас в бесплатной версии. Пишите, что вам больше понравилось, самолет или вертолет. Ну, мое мнение, вертолет получше. И сейчас я вам покажу их поближе. Вот так вот выглядят эти утки-пилоты. А это у нас другая нижняя ветка прокачки, которая ракетная. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас идет меха Ducky Ranger. Это в принципе отсылочка к Ducky Doom. Выглядит он действительно классный, такой роботизированный скин с большим количеством деталей и очень классные маски вот на последних двух уровнях прокачки данного скина. Ну и сзади эти баллоны тоже выглядят довольно-таки прикольно. И также они разделяют одно место в моем рейтинге вместе с мортирой. Тоже механическая мортира, выглядит прикольно, много опять же деталей и демоническая утка. И я считаю, эти скины вдвоем заслуживают одного места. Ну и теперь мы переходим уже к лучшим скинам, которые у нас есть в платной версии. Итак, у нас есть Springtime Cowboy. Он в принципе у нас есть Springtime Slasher, и я так думаю, что это отсылочка именно к нему, ну то есть в принципе весенний скин. Выглядит классно, достаточно детализирован и также имеет уникальную анимацию появления, которую я вам покажу в конце демонстрации данного скина. На предпоследнем и последнем уровне выглядит особенно круто, в принципе кому-то нравятся крылышки, кому-то нет. Сзади ничего в принципе особенного у него нет, но очень классная анимация появления, он вылазит из кустов. Такого, по-моему, у нас еще не было. Если было, напомните мне. Итак, следующий по крутости это траппер, это у нас утка, которая в руках держит всевозможные сэндвичи, либо гамбургеры. Напишите, кстати, кто разбирается там в еде, что же он такие держит в руках. Выполнена она очень классно, очень детально, и я вам покажу ее уникальные сэндвичи, которые она будет бросать. Сзади у него находится сумка, в которой он носит ингредиенты для того, чтобы собирать свои сэндвичи. Выглядит очень круто. Итак, вот у нас есть такой сэндвич с капканом, то есть я так думаю, голодные враги бегут и соответственно пытаются их съесть. Также у нас есть сэндвичи мины и сэндвичи нашпигованные какими-то гвоздями или чем-то таким. В общем, обязательно следите, что у вас в еде. Ну и самый крутой скин это Некромансер. Выглядит он очень классно, как такое пугало. Опять же, пишите по вашему мнению, что в премиум пассе лучше, что хуже. Но как по мне, этот скин явно заслуживает топа. Именно платной версии. И во многом этот топ заслуженный благодаря тем монстрам, ну я не знаю, как их назовите, приспешникам, да, которых он призывает. Сзади в принципе ничего необычного, а вот давайте посмотрим, что у него за яйца. Эти яйца меняются, они обрастают броней, пока не апгрейдятся. И сейчас Денчик сделает призыв, и вы можете посмотреть на то, какие у нас монстры выходят. Монстры утки, такие кибернетические утки, очень-очень прикольно выглядит. По крайней мере, юмор Ducky ивента мне всегда нравился. Как он вам, ребятки? И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и трансляции. Теперь давайте с вами посмотрим на эмоцию. Итак, у нас есть Water the Plant, то есть высадить растение. Также есть Price the Sun, я не знаю, там какие-то молитвы.
солнцу. Также есть вот такой вот шоколадный заяц. Я шоколадный заяц. Но кто знает песню, ставьте лайк обязательно. И подписывайтесь на канал. В общем, съели мы прикольного шоколадного зайца и вот такой вот Банни мех. Выглядит он классно, но я даже не знаю, что лучше. Вот сани, которые были у нас в новогоднем, или вот такой вот заяц. Мне вообще машинка больше всего с Хэллоуин ивента, наверное, понравилась. Также у нас здесь есть эмоции. Это утка-скейтер. Выглядит довольно-таки прикольно. Потом Lemonade Stand. Это, я думаю, с лимонадной фермой было бы круто. Даки Дум. Вот этот мне нравится больше всего. Скаут бедный. И Nerd Даки. Тот утенок, который у нас управлял Меха Банни. Также здесь есть прикольные неймтаги в виде вот таких вот ушек. Ну, в общем, смотрите сами. Неймтаги довольно-таки прикольные. Теперь давайте с вами сейчас еще посмотрим на чармы, которые есть, и подведем итог. Если кратко, то, по-моему, это один из самых лучших пасов, которые они сделали. Потому что здесь в бесплатной версии есть просто офигенные скины. Я бы сказал бы так. 2 самых лучших есть в бесплатной и 2 самых лучших в платной. Вот, ну, вот как такая программа минимум, как по мне. Поэтому стоит покупать платный, либо нет, решать вам. И сейчас вы можете видеть чармы, которые есть в игре. В принципе, стоимость 499 робуксов не такая уже низкая, но с другой стороны и награды здесь довольно-таки прикольные. Как эмоции, так и скины. Поэтому, друзья, решайте, стоит вам покупать это, либо нет. Нафармите, естественно, себе эти яйца. Фармить их, наверное, проще всего на Фоллоне. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи. Пока-пока.